Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня я хотел бы с вами поговорить немного о новых русских автомобилях, о новых русских машинах. И также я вам хочу показать мою новую русскую машину. Давайте начнем. 2 года назад я снимал видео здесь недалеко про мою тогда новую машину. Сейчас это уже старая машина. Я рассказывал о ней подробно в этом видео. И прошло 2 года. 2 года я ездил на моей старой Lada 2107. Это было прикольно. Я наездил на ней 40 тысяч километров. Мы ездили на Черное море, на Белое море. Мы много путешествовали. Это было круто. Но пришла пора менять машину. Я сейчас расскажу почему. Кстати, прошло 2 года. Моя старая машина очень изменилась. А изменился ли я? Напишите, изменился ли Макс за 2 года? Может, я постарел? Наверняка. Почему я решил купить новую машину? Что было не так со старой машиной? Ну, первая старая машина была очень некомфортная. И у меня всегда болела поясница, вот это вот место, потому что неудобно было сидеть. Второй момент. Эта машина начала часто ломаться. Постоянно происходили поломки. Или постоянно случались поломки. Да, постоянно машина ломалась. Включаем фары. Есть! Включил фары. Она часто не заводилась. И приходилось заводить ее с толкача. Ну опять. Блин, опять сел аккумулятор. Жопа, опять толкать. Третье – это низкая проходимость старой машины. Проблема в том, что у старой машины был не очень высокий клиренс. То есть расстояние от кузова до земли, да, вот это расстояние. И у той машины был задний привод и низкий клиренс. Поэтому было не очень удобно проезжать на этой машине в разных местах, да, в разных, где-то в лесу или где-то в другом месте. Недавно был случай, подробности есть в моем телеграме, и подробности есть в последнем подкасте, подкаст номер 150. Там я рассказывал подробно все истории. Мы с Юлей и моим сыном Миркой поехали на Ладогу, на озеро. И нам нужно было проехать неглубокую речку, такая река. Текла дорога и река перпендикулярно. И я попытался проехать эту реку, и у меня не получилось. Я застрял, и нам пришлось ждать где-то 2 часа, пока приехала другая машина, УАЗ, такой внедорожник УАЗ, и пока он нас не вытащил. То есть мы сидели и ждали, пока нас не вытащат. Это, конечно, было неудобно. Поэтому мы подумали, блин, может быть, нам нужен внедорожник. Мы всегда, кстати, ровно год назад на Белом море мы тоже застряли. Это было вот так. Да, вот. И мы подумали, может быть, нам нужен внедорожник. Внедорожник в России. Конечно, это Нива. Да, первое, что приходит на ум, это Нива. И давайте сейчас вкратце поговорим про те машины, которые сейчас продаются в России. Мы сначала думали, Нива или Renault Duster. Потому что Renault Duster это такой, очень бюджетный и довольно качественный, такой хороший внедорожник. Вернее, кроссовер. Это не совсем внедорожник, это кроссовер.
И мы думали, Нива или Renault Duster. Renault Duster еще называется Dacia Duster в Европе. И мы думали, что купить? Но Renault Duster очень дорогой. Новый Renault Duster в России стоит 1,5 миллиона рублей. Ну, это дорого. Новая Niva Travel, это рестайлинговая Niva, стоит примерно 1 миллион, чуть дешевле. И мы подумали, ну, зачем брать старый Duster, зачем брать БУ Duster, да, если можно взять новую Ниву. Это лучше. Я не хотел покупать подержанную машину, да, БУ машину или машину с пробегом. Я хотел купить новую машину, чтобы не иметь проблем с поломками, да, чтобы она не ломалась. Поэтому мы начали думать. Итак, что можно купить? Первое. Niva Legenda, Niva Legend. Что это за машина? Это классическая Нива, вот здесь будут фотографии, которая не меняется уже лет 30, а может и 40. Ну, почти не меняется. По крайней мере, двигатель не меняется. Она на самом деле неплохая. Это хорошая машина в плане проходимости. Она может проехать вообще везде. У нее проходимость лучше, чем у Дастера. У Нивы Legend полный привод. Полный настоящий привод. Это настоящий внедорожник. Но у нее есть минусы. Во-первых, ну, она морально устарела. И морально, и технически она устарела. Второе. Безопасность. У Нивы Legend нет подушек безопасности. Да? То есть безопасность 0. Ну, это... Я езжу с ребенком, с Юлей, ну, я не хочу рисковать здоровьем. И третий момент – это двигатель. У Нивы Legend, ну, не очень сильный двигатель. Вернее, так скажу. Двигателя достаточно, чтобы ездить по полям и по лесам, но для трассы, для дальних путешествий Niva Legend не подходит абсолютно. Затем есть рестайлинговая Niva Travel. Это новая Niva, ну как новая? По сути, это та же Niva, да, Niva Legend, потом была Niva Chevrolet, потом была просто Niva, и сейчас Niva Travel. Это рестайлинг. По сути, внешне она изменилась, но внутри это все та же Нива со всеми ее недостатками. То есть у нее очень слабый двигатель. Говорят, что этот двигатель для этой машины, он еще слабее. То есть тебе совсем трудно ездить по трассе. Тебе сложно ехать далеко куда-то. И многие говорили, что эта машина не очень качественная. Вот эта новая Нива. Но мы с Юлей долго думали, ну, может быть, все-таки попробовать купить эту Ниву Travel. Она выглядит прикольно. Ну да, мы не сможем ездить быстро, динамика у машины плохая, да, сложно обогнать другую машину. Может быть, это не проблема, может быть, взять Ниву Travel. И мы поехали в автосалон. Мы поехали к официальному дилеру Lada, чтобы посмотреть, может быть, попробовать тест-драйв, чтобы посмотреть на Ниву Travel. Мы приехали, и менеджер к нам подошел и сказал: вы можете посмотреть Ниву Travel, но вы не можете на ней прокатиться, потому что она сломана. И мы посмотрели и подумали, ну, если машина сломана уже в дилерском центре, то, ну, блин, наверное, это не совсем качественная машина. Дальше мы увидели остальные машины, которые предлагает Lada. Это первая Lada Granta. Самая бюджетная, самая дешевая, самая маленькая машина из новых Lada. В принципе, она ничего, но она слишком маленькая.
Следующее это Lada X-Ray. Это уже такой типа кроссовер. Передний привод, но кроссовер. Но я про нее слышал много плохих отзывов, и я поэтому не хотел брать эту машину. Плюс мне в этой машине было некомфортно. Я головой упирался в потолок. Ну, некомфортно было сидеть. Есть еще Lada Vesta. Это классная машина, многие ее хвалят. Это такой седан, хотя есть и универсал. Это машина для дорог, для трассы, для города. Она быстрая, она более комфортная. В общем, прикольная машина. Но она слишком скучная. Я посмотрел на нее и понял, что она очень скучная. Ну, это скучно ездить на такой машине. И потом мы увидели вот это. Мы увидели Ладу Largus. Вот так выглядит Lada Largus. Это универсал. Универсал, видите, огромная машина. И нам она сразу понравилась. Она понравилась моему сыну, потому что когда он залез в багажник, да, вот здесь у меня такой модный, олдскульный чемодан. Ему, наверное, лет больше, чем мне, в 2 раза. Вот, здесь очень много места. Здесь, ну, эта машина-трансформер, то есть эта машина очень вместительна. Можно убрать сиденье, огромный багажник. Это очень круто. Можно перевозить большие грузы. Например, можно сюда положить холодильник или что-то другое. Это всегда большой плюс. Затем, номер 2. Проходимость автомобиля. Это версия Lada Largus Cross. В чем ее кроссовость? Да, во-первых, колеса. Здесь 16-дюймовые колеса, а не 15-дюймовые. Кстати, так выглядит обычный Largus, так выглядит Largus Cross. Затем, второе отличие – пластик. Здесь есть пластик, ну, чтобы машину было сложнее поцарапать, да, чтобы камни, которые летят, не испортили краску машины. Следующий момент – это клиренс. Здесь плохо видно, но вот это вот расстояние, да, от земли до машины, оно здесь почти 20 сантиметров. То есть это влияет на проходимость. Можно проехать по разным дорогам, по разным грунтовым дорогам, не только по асфальту. Почему машинам в России нужна хорошая проходимость, друзья? Сейчас я вам покажу. Вот эта дорога в 5 минутах от моего дома. Вот посмотрите. Вот такая вот дорога. Проехали. Следующий момент – это гарантия. Это новая машина, поэтому мне не нужно думать о поломках. Она на гарантии, и 3 года я буду просто ездить, просто кайфовать, просто наслаждаться и не думать о том, что-то может сломаться. Да, если что-то будет не так, я еду в сервис и бесплатно, ну или там за какие-то деньги просто ее ремонтирую. Никаких проблем, никакой головной боли. Эта машина идеальна для путешествий. Здесь много места. Сюда можно положить все, что ты хочешь. И мою байдарку, мой каяк, и все вещи. И взять Юлю, и взять моего сына, и еще брать каких-то автостопщиков. Кстати, есть версия этой машины 7-местная. У меня здесь 5 мест, а есть версия, где здесь еще 2 места. И получается 7 мест. Офигеть! Это очень круто. Но я, к сожалению, не взял такую машину, хотя у меня была такая мысль взять 7-местную машину. Но этих машин сейчас очень мало, и их очень быстро раскупают, поэтому мне пришлось взять 5-местную, но, в принципе, мне этого будет достаточно.
Ну и еще один классный момент – это расход топлива. Давайте посмотрим, сколько сейчас он показывает расход. Вот, 7,7 литра на 100 километров. 7,7 литра. Это просто круто. Представляете, 7,7 литра. По трассе расход у этой машины 7-8 литров на 100 километров. Если по городу, то примерно 10, ну, может быть, 11 максимум. То есть, в принципе, для такой огромной и тяжелой машины это экономично. Сейчас современные автомобили делаются разными странами, поэтому даже эта машина не полностью российская. Да? Если вы посмотрите на эту машину, то в ней есть дизайн от Renault. Вот эта передняя часть, она вообще взята от Duster. Коробка передач здесь, кстати, механическая. Она от Renault, тоже какая-то. Двигатель вазовский, то есть российский. Получается такой фьюжн. Эта машина смесь Франции, России, наверное, Китая, Индии и еще каких-то стран. Да, ну вот так это сейчас происходит. Но, конечно, для меня это просто шок. После старой машины я смотрю сюда, и у меня полное непонимание. Это же просто самолет. Камера заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, подушки безопасности. Все есть, что тебе нужно. На самом деле это круто. Единственная проблема – это цена. Потому что сейчас все машины Lada стоят примерно 900 тысяч – 1 300 000. 900 тысяч, 1 300 000. Вот такой диапазон. Эта машина стоила 1 миллион с маленьким. Да? Примерно 1 060 000. Конечно, я купил ее в кредит. Да. Но дешевле машин в России практически нет, если это новые машины. Поэтому и вообще у этой машины, так же как и у Nivы Legend, на самом деле нет конкурентов, потому что за эти деньги нельзя взять никакой другой огромный универсал. Ну, друзья, вообще раньше машины Lada считались очень такими некачественными, совсем устаревшими, легко ломающимися, но дешевыми, и их просто отремонтировать. Да? Сейчас я бы сказал, что это машины уже не дешевые, а скорее недорогие. Да? Недорогие, но гораздо качественнее. Но вот в этой машине пока меня все устраивает. И я вижу, что Largus изменился, потому что это новый Largus, тоже рестайлинговый, он сильно изменился. Вот так выглядел старый Largus, а вот так выглядит новый Largus. Ну что ж, друзья, если у меня будут еще какие-то новости, я вам расскажу. Пока я очень впечатлен. Вот, напишите мне, что вы думаете по поводу этой машины. И если у вас есть вопросы, то спрашивайте. Да, это машина с объемом двигателя 1,7 литра, 106 лошадиных сил, механическая коробка передач, да, 5-ступенчатая. В принципе, вот. Пишите ваши комментарии. До встречи в следующем видео. Пока-пока.